Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Продолжается у нас автотема, и сегодня будет такое узкоспециализированное видео под названием «Устранение течи по клапану ВТЭК хондовского двигателя». Я тут сегодня занимаюсь регулировкой зазоров клапанов в своей Хонде. И так удачно получилось, что при снятой клапанной крышке открывается восхитительный доступ к этому самому клапану ВТЭК. Будем отталкиваться от того, что вы уже знаете, что такое ВТЭК и как это работает, а управляется система клапаном. Под этим клапаном есть прокладочка, которая от времени дубеет и начинает пропускать масло. Вот ее-то мы и попробуем сегодня заменить. Но для начала давайте отправим туда высокотехнологичный дрон, чтобы обозреть, так сказать, масштаб трагедии. Сделаем несколько снимков с различных ракурсов. И на них отлично видим, что здесь в рядок расположены масляный фильтр, датчик давления масла, а чуть выше этот самый клапан ВТЭК. И вся эта сторона двигателя залита маслом. Откуда оно течет, толком непонятно, но начнем исключать по мере возможности. Сегодня занимаемся ВТЭКом, ну а также я поменяю прокладку под клапанной крышкой. Есть вероятность, что по этому углу из-под нее было подтекание. Прежде чем откручивать клапан, давайте от него отсоединим провода. Два разъема сюда подходит. Перепутать их невозможно. Они по конфигурации разные. Эх, тяжело идет. Ну и до датчика давления масла мне тоже удалось дотянуться, чтобы снять с него провод, и нам уже ничего не мешало. Следующая задачка — открутить непосредственно корпус клапана ВТЭК. Его удерживают 3 болта под ключ на 10. Надо их только нащупать. Вот 1, 2 и 3. Такие длинные 3 болта, которые были затянуты просто с невозможным каким-то усилием. Прям до хруста. Очень боялся их случайно сорвать. Ну и теперь, кажется, клапан наш свободен. Смело его снимаем, никаких под ним пружинок нет. Ничего не выпадет, ничего не выскочит, но его что-то еще держит. И я не вижу что. Возможно, какой-то провод. Да, там на пластиковых клипсах вся эта связка проводов крепится к внешнему кожуху клапана. Сзади, вот здесь, и сбоку, вот здесь. Наконец, клапан у нас в руках. А вот и та самая прокладочка. Да, она действительно плоская, продавленная. Ну и начнем мы с мойки. Все это надо тщательно вычистить. А для этого предлагаю кожух открутить, всю эту внешнюю пластину. Между ней и клапаном тоже очень много грязи. Масло и песок. Пожалуй, самая смертоносная смесь для любого механизма.
Так вот что значит настоящая Honda. Деталь полностью залита маслом, но при этом все равно ржавеет. Подчистил крупные очаги ржавчины, обезжирил и сейчас дам тонкий слой такого средства. 4 в одном, по ржавчине, тут и грунт, и краска, и лак, и все на свете. Снаружи оставлю как есть. Кожух пусть подсыхает, а мы с вами тем временем заменим на клапане прокладку. Обратите внимание, здесь есть сетчатый фильтр, и, судя по всему, это вход в клапан. А выхода у нас два. Один работает постоянно, а второй, когда у нас включается ВТЭК. По крайней мере, я так понял эту систему. Где бы аккуратно эту прокладку подцепить, чтобы попытаться достать без повреждения. Но, боюсь, не получится. Она настолько плоская, настолько туда задавлена, что выходить не хочет. Вот, вроде поднял, но уже повредил. Уже повторно мы ее использовать не сможем. Очень надеюсь, что новая прокладка подходит по конфигурации. Ну и ничего удивительного. Как видите, это уже не резина, это уже пластик. Изгибаешь, и она трескается. И достается фактически по частям. Видите? Ей на замену у меня есть новая прокладка. Оригинальная, хондовская. Главное, чтобы сейчас подошла. Ну да, похоже. Все похоже. И вы гляньте, какая она мягенькая, какая эластичная. Сейчас здесь масло подотру, и мы ее установим. Вкладываем и прижимаем. Прям видно, как выступает. А значит, ужмется хорошо и будет держать. Смазываем новую прокладку тонким слоем чистого моторного масла. Ну и следующая задачка — обеспечить чистоту поверхности прилегания. Если туда попадет какая-нибудь пылинка, песчинка, ворсинка, течь масла продолжится. Поэтому тщательно все протираем. С последующим контролем с помощью фотоаппарата. Если результаты нас устраивают, то устанавливаем в корпус клапана один болт. И все это вместе вкладываем на место. Болт нужен для того, чтобы сразу зафиксировать клапан. Надо же, попал. С первого раза попал. Сейчас наживляю. И следом, не отпуская клапан, оставшиеся два болта. Зажимаем трещоткой надежно, но без фанатизма. Каких-то сверхмощных усилий затяжки резиновая прокладка не требует. Скорее, для нее важна равномерность затяжки, чтобы не было перекосов. Ну а затем возвращаем на место все
разъемы, все наши электрические концевики. Один провод на датчик давления масла и 2 разъема на клапан. Вот, пожалуй, и все. Остается ездить и наблюдать, не появится ли новых подтеканий. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.